Здравствуйте! Сегодня мы приготовим пиццу. Сначала мы начнем с теста для пиццы, но это может быть также и не только для пиццы тесто, но и для хлеба, так сказать, простого. Что мы для этого будем делать, чтобы приготовить тесто? Значит, мы возьмем пол-литра воды и возьмем дрожжи, растворим их в воде. Они только что из морозилки, да? Поэтому немного нужно немного времени, чтобы их привести в кондицию, сварить. Я люблю делать тесто уже начиная с воды с уже растворенными дрожжами, поскольку тогда, так сказать, образуется более гомогенный дрожжевой раствор, и тесто будет приготовляться так сказать, в хорошем гомогенном состоянии. Вот, почти что уже растворились дрожжи. Вот так. Значит, после того, как раствор из 500 мл воды и где-то 25 грамм дрожжей, свежих дрожжей, готов, мы будем добавлять муку. Килограмм муки. Мы добавим килограмм муки. И начнем перемешивать. Такое быстрое перемешивание. Добавляем оливковое масло. Итальянцы очень любят делать тесто с оливковым маслом, особенно из Генуи, например, да? Там даже есть фокачча, да, Генуи, знаменитая, поскольку тесто приобретает такой особый запах, вкус и более мягкое при выпечке, приятное. Ну, мы где-то добавим 50 мл оливкового масла. Вот. Тесто уже практически замешалось. Вот. После того, как тесто почти готово, добавляем соль. Поскольку соль останавливает ферментативный процесс, ее нужно добавлять в конце приготовления теста. Вот. Когда уже тесто практически готово, добавляем соль. И потом ставим в теплое место тесто на несколько часов, для того, чтобы оно взошло. И после этого уже можем раскатывать его скалкой и готовить базу для пиццы. Либо просто приготовить хлеб в качестве лепешки, да? В виде лепешки можем приготовить хлеб. Вот практически тесто уже готово. Это очень быстро делается. Самое лучшее тесто выстаивается 24 часа. Оно приобретает такой гомогенную консистенцию. Очень вкусным становится. Но можно уже даже через 2 часа готовить. В общем,
Это дело, так сказать, вашего вкуса, как вам больше нравится, с каким тестом вам больше нравится работать. Я лично, так сказать, особых таких, не имею таких предпочтений, так сказать. Ну, как выйдет по времени, так выйдет. Вот оно практически готово. Вот так. И сейчас мы начнем, сейчас нет, оставим на несколько часов, после чего начнем раскатку. Значит, что здесь ушло? Ушло пол-литра воды, 25 грамм свежих дрожжей, несколько щепоток соли и 50 миллилитров оливкового масла. Это все. Продолжим через несколько часов приготовление пиццы или домашнего хлеба. Итак, мы продолжаем приготовление пиццы. Мы добавим оливковое масло в кастрюлю, свежепорезанный лук, и поставим поджаривать лук на масле. Добавим немного соли. Вот столько. Это нужно будет для соуса, для пиццы. И поставим поджаривать. Между тем, пока поджаривается, мы начнем приготавливать тесто для пиццы. Возьмем полотенце, на котором будем раскатывать тесто. Тесто простояло 24 часа, поэтому оно в самом, так сказать, в самом подходящем состоянии. Вот это тесто, которое у нас было заготовлено вчера. Вот оно очень хорошо, очень зашло. Видите, какое оно? Очень хорошо зашло. И нам сейчас нужно немного теста. Много не надо. Мы возьмем, для одной пиццы возьмем 1/4 часть теста. Видите, оно даже не прилипает, то есть оно такое хорошо выдержанное тесто. Хорошо выдержанное тесто не должно прилипать к полотенцу. Вот мы возьмем 1/4 часть. Все остальное берем. Мы из него потом можем приготовить лепешку хлебную, например. И начнем раскатывать. Возьмем чуточку, может быть, муки, да, чтобы не прилипало. Возьмем скалку, возьмем муку и будем раскатывать. Пока лук жарится, мы раскатываем тесто. Видите, оно очень просто раскатывается, потому что они хорошее выдержанное тесто. Чуточку сейчас прилиплю, потому что все под давлением. Надо было немного муки. Еще раз. Лепешка должна быть достаточно тонкая для пиццы. Но это делается очень быстро. Вот сейчас я уже слышу, что лук уже шипит.
жарится. И мы добавим туда помидорный соус. И будем делать пиццу с помидорным соусом и с луком. Итак, продолжим с приготовлением нашей пиццы. Я уже немножко ее прожарила в печи. Вот так она полусырая. Я всегда так делаю. Она лучше получается. Поскольку если помидорный соус поместить сразу на сырую пиццу, нужна специальная печь, очень сильно раскаленная специальная печь для пиццы. Поскольку дома этого нет, в домашних условиях. Поэтому пиццу нужно тесто чуточку пропустить сначала, ну, может быть, 2 минуты в печи подержать, перевернуть и уже потом сверху положить помидорный соус. Вот так я сейчас вам покажу, как я это делаю. Значит, этот помидорный соус, вот он был в печи, вот он в таком состоянии сваренный. Вот он уже сварился. Вот он с лучком и маслом оливковым. Я его кладу на эту пиццу, то есть на лепешку. Разравниваю. И потом поставлю в печь, пока не испечется тесто, но это несколько минут, 2-3 минуты в печи при 200 градусах, 220 градусов, очень быстро пицца варится. Вот, я сейчас положила соус. Потом я хочу чуточку положить грибочков, уже маринованные. Это грибы. Я их чуточку положу для вкуса. И поскольку тесто уже практически сваренное, то есть полуиспеченное, уже можно сразу и сыр класть. Сыр, конечно, вы знаете, это моцарелла, абсолютно знаменитый итальянский сыр. Вот он. Я его порезала мелкими, тонкими ломтиками. Теперь мы его положим на эту пиццу. И поставим в печь на 2-3 минуты, а потом пицца будет готова. Чуточку, наверное. Так. Ставим в печь. Между тем печется пицца. Мы можем параллельно приготовить лепешку для хлеба, да? Мы хотим немного хлеба домашнего. Значит, берем это тесто и делаем лепешку. Не теряем зря время, да? Так, разровываем. Тесто еще то, что мы замесили вчера, 1 килограмм. Его вполне достаточно для 4 больших пиц. С 2 большими пиццами вполне приготовите. С килограмма теста, я хочу сказать, вы вполне можете приготовить 4 пиццы. Либо да, вот такой хлеб, как я сейчас сделаю лепешку. Они очень вкусные, такие лепешки получаются. Можно с вареньем есть. По-разному.
по желанию. Я ее слишком не буду раскатывать тонко, потому что она вообще поднимется в печи. Для хлеба тонко, в общем-то, слишком не годится. Так что мне этого вполне вот сейчас достаточно. Вот так, больше не буду делать. Вот сейчас только освободится противень. Я помещу эту лепешку для хлеба. Посмотрим. А вот наша готовая пицца. Моцарелла, сыр, должен быть такой немножко, так сказать, порозовевший, поджаренный немножко. Тогда он готов. Он сильно не расплавляется обычно в таких нормальных печах. Вот у меня электрическая печь. И поэтому он сохраняет свою форму, этот сыр. И чтобы его хорошо выпечь, вот нужно, чтобы он был такой немножко поджаренный. Вот и все. Вот мы сделали пиццу. И теперь мы можем ее есть. Это пицца, я бы сказала, на 2 человек. Потому что такая одна, это слишком много, да? А на 2 человек это вполне даже нормально. Приятного аппетита!